Добрый вечер еще раз всем. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно. Так, вот. Жду ваших комментариев по поводу звука. Так, вот Екатерина, спасибо. Наталья, спасибо. Слышно и видно. Мгм. Слышно и видно двоим людям. Ну, по крайней мере, это уже хорошо. Так, я заранее извиняюсь. Вокруг меня сотни котов, хотела сказать. Вокруг меня стадо кошек. Они периодически бегают, играют, что-то роняют, где-то топочут. Короче, бедлам полный. Будут такие специфические звуки. И пока вы пишете свои комментарии, пока вы пишете вопросы, что вы хотите меня спросить, вот пишите их прямо сейчас под тем постом, где изображение заката. И я буду их читать после того, как мы с вами спокойно по ссылочку. Я уже приготовила ножницы. Надеюсь, что меня достаточно хорошо слышно. Так, ну давайте начнем, пожалуй, с посылки, да? Я, короче, прошлой осенью, у меня очень много кустарников, значит. Спасибо, Триша, солирует меня. Что-то они там во что-то играют, я не могу понять. Периодически меня учат. В общем, прошлой осенью я увидела на кустарниках крыжовника с черной смородиной, красной смородиной, какой-то такой, знаете, налет на листьях, типа, как это называется, паутинка, не паутинка. Я, кстати, такой же видела на деревьях. Вот я решила специально для сада. Смотрите, какая мне посылка пришла. Она почти с меня. Короче, сейчас будем ее распаковывать. Пока вы пишете свои вопросы, я буду ее распаковывать. Готовьтесь там, пишите. Я ее распакую и заодно буду рассказывать, да, что здесь в этой посылке, для чего я все это заказала. Как это у блогеров называется? Распаковка, да? По-моему, да, так ее еще называют. Этот агрегат для моего сада и огорода. Очень полезный агрегат. Я надеюсь, я сегодня до него доберусь. Знаете, все любят открывать подарки, да? Когда возле елки сидят. Вот это вот процесс вот это вскрытия. Помните, была такая передача «Поле чудес»? Там было на барабане сектор приз. Я извиняюсь, я впервые открываю. Делаю вот такой формат распаковки. Я даже не знала, что вот так вот будет. О, ну наконец-то. Да-да-да. И что же? Сейчас мы с вами все посмотрим. Это мне самой интересно посмотреть, как это выглядит вживую. Так, запчасти. Убираем. Короче, не буду вас мучить больше. Это опрыскиватель аккумуляторный для деревьев, для кустарников в саду, для картошки, наверное, от колорадских жуков прыскать. Но я картошку не буду сажать, но сад у меня периодически будут съедать какие-нибудь жуки. И поэтому я купила такую классную штуку. Вот тут бронзбойт. Подождите, как он останавливается. Вот он. Что мне понравилось, он на аккумуляторе. То есть мне не нужно будет подключать его к сети, поскольку у меня большой участок, да. Вот он такой большой бронзбойт. И он такой вот длинный, смотрите, 1,5 метра целых. Это ранец. Таскать с собой огромные ведра мне не надо будет. В том плане, что он как рюкзак. Здесь на спину его одел. Сейчас скажу, сколько он литров там. 12 литров, по-моему, да. 12 литров написано. Смотрите, какой он огромный. Называется жук. Слушайте, он с меня просто, с моего туловища. Кошмар. Я думала, гораздо меньше будет. Ну, радует то, что к нему есть ремни. Вот. Ремни.
Значит, что тут есть? Сейчас еще посмотрим. Оп-оп. Разного рода насадочки на бронзбойт. Ух ты, они тут прикручиваются вот так. Слушайте, прикольно. Вот так ходишь, нажимаешь на эту штучку. Двойная насадка есть, и вот такая есть. Я тут еще вот не видела. Есть вот такая в форме душика. Прикольно, да? Даже инструкции есть. Короче, здесь есть инструкция, здесь есть аккумулятор. Значит, здесь есть комплекция аккумулятор. Он гудит еще, прикиньте. Он что уже... у него аккумулятор встроенный, я поняла. То есть мне нужно будет, если я захочу зарядить... Ага, вот эта штука сюда. Я заряжаю, короче, вот этой штукой. Поняла. Вот он у меня заряжается какое-то время, потом я его могу включить. То есть он сейчас уже заряжен. Вот, здесь есть индикатор батареи, показывает, сколько зарядки. Тут 4 зелененьких, 2 красненьких. 12,6. Ну, короче, он уже заряжен. Я поняла, почему его так сильно запаковали. Они боялись, что он разобьется или еще что-то. Короче, вот теперь я с таким девайсом. Ну, для садовника это необходимая вещь, если честно. Что мягкая спинка у него. То есть, да, она действительно из пенопласта. Ну, то есть, когда на ремне его на спину одеваешь, здесь очень мягкая такая вот. Что мне еще понравилось в нем? Он работает до 4 часов, этот аккумулятор. То есть, мне не нужно будет бегать его постоянно заряжать, получается. И много литров воды туда помещается. Ну, в смысле, жидкости, которая опрыскивает разных там вредителей моим яблонькам и грушам. И цвет красивый, смотрите, какой. Чем подходит мне. Вот такой вот у меня агрегат для сада, огорода. На тот случай, если будут вредители какие-то появляться. И я теперь в полном всеоружии. Вот, если кого-то он заинтересовал, я потом оставлю ссылку на него под видео и в закрепленном комментарии. Добрый вечер всем, кто присоединился. Сейчас мы с вами будем общаться. Сейчас я буду читать ваши вопросы, которые вы пишете. Я разместила пост, значит, в своем телеграм-канале. Вот он так вот выглядит. Здесь изображение заката вчерашнего. И там можно писать ваши вопросы, что вы хотите спросить. Я сейчас прямо здесь буду читать их и вам отвечать. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Я иногда очень тихо говорю. Вы, если я очень тихо говорю, обязательно пишите мне. Наталья, погромче, я буду все видеть. Первый вопрос. Поехали, погнали. Наташенька, было бы здорово, если бы вы поговорили с нами про автономность, почему не все люди ей обладают, как преодолеть страх неизвестности и неопределенности, когда решаешься на перемены в жизни, особенно кардинальные, например, как у вас. Я в свои 44 года собираюсь уйти с нелюбимой работы и начать уже жить, как я хочу. Страшно очень. Ваши видео сильно вдохновляют. Восхищаюсь вашим жизнелюбием. Спасибо большое. Мне очень приятно. Здесь сразу очень много вопросов, я буду по порядку отвечать. Как преодолеть страх неизвестности, неопределенности, когда решаешься на перемены жизни, особенно кардинальные? Здесь человек пишет, что хочет уйти с нелюбимой работы. Смотрите, тут все гораздо просто, тут все предельно просто, я бы сказала. Страх. Страх, он когда возникает? Когда у нас впереди какая-то неизвестность. Как только возникает определенность впереди, вы понимаете, к чему вы идете, вы понимаете все детали вашей этой, как это называется, авантюры, да, то там даже не страх, а азарт возникает. О чем я говорю? Вот, к примеру, вот женщина здесь пишет, да, то, что она собирается уйти с работы с нелюбимой. Конечно же, страшно уходить с работы, когда вы уходите в никуда. То есть так вот сидишь, так, пойду-ка я с этой работы нафиг. Конечно же, страшно, потому что вы как бы не задались целью построить план. План А и план Б, да, в случае чего,
вдруг что-то случится. О чем я говорю? Ну вот смотрите, когда уходишь с работы, ты же готовишь посадочную полосу где-то в другом месте. Ну, логично же подготовить какую-то посадочную полосу в другом месте. А что это значит? Значит, в то время, пока вы работаете, нужно промониторить объявление там о работе или еще что-то, о той работе, которая вам нравится. Либо узнать максимально много всего предельно о той деятельности, в которой вы хотите реализоваться, да, и выстроить себе в голове план, как вы начнете этим заниматься. И даже можно параллельно с работой начать уже этой деятельностью заниматься, уже пробовать себя в чем-то, в новой работе, там. Не обязательно устраиваться, да, на вторую работу. Я говорю о том, что вы же видите, есть как, ну, каждый работодатель, он требует определенные навыки от своего работника, да, и вы смотрите, когда на вакансию, вы видите там, требуется знание того-то, требуются навыки того-то. Так вот, пока вы видите вот эти вот требования, да, другой работы, на которую вы хотите попасть, вы просто параллельно можете учиться этим навыкам, как-то осваивать что-то новое. То есть становиться буквально тем, кем вы хотите стать. Не обязательно в это время уходить с работы. То есть когда в тот момент, когда вы поймете, что вы достаточно уже набрались навыков, знаний каких-то, что-то уже умеете делать, уже попробовали ту деятельность, в которой вы хотите себя попробовать, да, там вы уже будете понимать, уже более реалистично, а, сможете ли вы вообще вот в этой деятельности себя реализовать. Или вообще как это, да, вы сможете понять. Да. Собственно, и со мной случилось то же самое. Я, кстати, очень много работы сменила за всю свою жизнь. Это вы не представляете, насколько много. Я, по-моему, с 18 лет начала работать, да. Меня устроили в 18 лет родители на работу, ну, там, через знакомых, да. Я год там проработала и решила, что мне там не нравится, и пошла, значит, искать ту работу, которая мне понравится. А тогда были такие газеты, знаете, с объявлениями. Тогда интернета особо не было, были газеты с объявлениями о вакансиях. По-моему, была газета «Из рук в руки». Я вот купила эту газету, или работа, как так она называлась, и стала смотреть, какая вакансия мне подойдет, а что мне вообще нравится, чем вообще я хочу заниматься, вообще как я хочу деньги зарабатывать. Это вот был первый сознательный выбор, что-то изменить в своей жизни. Вот. И я стала изучать объявления, я увидела, что там есть много разных вакансий, и больше всего мне понравилась вакансия продавца в книжном магазине. Вот, и я решила попробовать сходить на собеседование просто. Я сходила, меня с первого же раза взяли. Я люблю очень сильно книги. Вот. Так я ушла с первой работы, с нелюбимой, кстати, ну, которая мне не нравилась, на которую меня чисто условно устроили родители. Вот. И устроилась туда, куда мне понравилось. И с тех пор я очень много работ всяких сменила. И были даже совсем неожиданные работы для меня, которые даже не по специальности у меня. Да. Была одна даже работа такая, где я была маркетологом, и не просто маркетологом, я продавала автобусы. Представляете? А началось всё с чего? С того, что просто я увидела вакансию, там было написано, требуется человек, который будет заниматься рекламой, который будет рисовать в фотошопе листовки рекламные там какие-то. Вот. Я думаю: "О, классно, я фотошоп знаю, пойду, ну, схожу на собеседование". Прихожу туда, меня принимает, значит, молодой человек и рассказывает: "Так-то, так-то нам, Наталья, нужно будет рисовать рекламу, для разных выставок, экспозиций. И вот мы занимаемся продажей автобусов". Я говорю: "Ну, прекрасно, пожалуйста". Я сажусь за компьютер, там делаю тестовое задание, что он меня просит. Вот, ну, все, вы прошли. Вот. И я как бы ни сном, ни духом, значит, понимаю, что я устроилась на работу. Какое-то время, первый месяц, я действительно ходила, рисовала рекламные листовки, там разные визитки какие-то им там нужны были. Вот. А потом оказалось, что там у них с работы уволилась девушка, которая занималась рекламой. И мне сказали: "Наталья, нету никого на место этой девушки, вы идеально подходите нам". И, короче, меня директор начал учить, как это продавать автобусы. То есть на выставках мы прям ездили, мы по каким-то выставкам. У нас на Нижегородской ярмарке тоже были.
рассказывали про эти автобусы, я рисовала эту рекламу, у меня даже где-то бейджик есть, я где-то в бизнес-саммите участвовала. Ну, очень интересная история. По-всякому, чего только не было в моей жизни, и каждый раз я подготавливала взлетно-посадочную полосу. Это я к тому, что вот здесь спрашивает человек, да, как не бояться того, ну, перемен каких-то. А просто вы садитесь, пишете план А. Что будет в том случае, если... И прописываете. План Б. Что будет в том случае, если случится вот это или вот это. И как бы у вас, когда в голове хотя бы приблизительно вы понимаете, что вы будете делать, как вы будете действовать, если что-то случится, то или иное, а, то тогда уже не так страшно. Тогда уже даже, знаете, такой азарт возникает. А вдруг получится, а вдруг не получится, а я сделаю так, что получится. Вот. Поэтому нет ничего страшного в переменах в жизни, это большая радость. И знаете, если возникает очень сильное желание что-то изменить, нельзя его душить в себе, потому что вы начнете болеть. Почему? Потому что наша психика устроена так, она посылает сигналы нашему телу, да, и если мы что-то вот внутри возникает какой-то импульс, да, вот мозг посылает сигналы телу, что нужно пойти что-то сделать, а вы блокируете этот посыл, да, вот этот, и тело, оно как бы окаменевает, затвердевает, сжимаются мышцы, сосуды, спазмы возникают, сухожилия, внутренние органы сжимаются, кровоток плохо начинает течь по внутренним органам, по внешним там частям тела, и начинаете болеть. Вот, поэтому, когда у вас возникл такой порыв пойти что-то сделать, идите делайте. И не обязательно, знаете, вот как рубить с плеча, да, вот я уволилась с работы, все, я пойду, значит, чисто поле, сейчас там буду м, выращивать пшеницу, у меня есть бизнес-план, да. А как вы ее выращивать будете? Вы вообще попробовали ее выращивать? Вот. Так вот, выращивать пшеницу можно в то время, когда вы работаете на своей нелюбимой работе, да. Можно по выходным заниматься той деятельностью, пробовать ту деятельность, в которую вы хотите окунуться. И тогда все будет предельно понятно. Также вот если говорить о смене места жительства, да, как в моем случае, я же не с бухты-барахты вот взяла и приехала тут, купила этот дом и все, и села тут. Нет, мне понадобилось полгода поездить по области, попримерять на себя. А как это? А что? А смогу ли я здесь жить? Очень важно осматривать дома. Да, вот когда вы просто объявление смотрите, оно вам ни о чем не говорит. Только общую какую-то картину информации дает объявление. А когда вы приезжаете на местность, общаетесь с местными жителями, общаетесь с хозяином дома, когда вы заходите в помещение, вы смотрите, вы видите какие-то нюансы, и просто, наверное, автоматически уже примеряете на себя. Так, ага, вот здесь вот нету банально туалета просто в доме. Я не смогу так жить, не смогу. Вы так посмотрите, ага, я вам позвоню, если надумаю купить ваш дом, да. Или приезжайте в другое какой-то объект, заходите там в эту квартиру приблизительно, да, я не знаю, заходите в нее и видите, что там вам тесно как-то, неуютно, вам это не нравится. Пусть даже цена подходит, там местоположение подходит, но что-то прям кардинально не нравится. Вот я такое, ну, я никогда себя не ломаю, я всегда прописываю себе какие-то критерии важные. Если иду в какие-то перемены, я обязательно пишу, должно быть так-то, так-то, вот что для меня обязательно, да. Если этого не будет, это все, это значит не мое, я туда не иду. Я всегда себя подстраховываю, я никогда не стою на одной ноге и не держу яйца в одной корзине, понимаете? Я всегда стараюсь себе выстраивать опору. А, Также, если вы решаетесь, например, если уж говорить о переменах в жизни, если вы решаетесь уйти от кого-то, да, расстаться с человеком, вы понимаете, что не можете уже, невозможно вам жить с ним там, или понимаете, что никак не выстроите уже отношения с этим человеком, тоже точно так же. Не нужно рубить с плеча. Можно поговорить, попробовать с этим человеком разными способами, а, как-то донести до него то, что вы хотите донести, да. Вот. И откровенно, честно сказать о том, что вы хотите сделать, да. То есть никогда не уходите по-английски, всегда озвучивайте свои решения. Это много вам, кстати, даст в том плане, что и у вас будет совесть спокойно, и из-за того человека вы не будете переживать.
поскольку у него будет карт-бланш, он сможет вам дать обратную связь, да, то есть ответить, что он вообще хочет или не хочет, что он думает по тому поводу, что вы собираетесь уходить, например, от него. То есть не обязательно это, кстати, делать лично, можно удаленно, да, по сети. Вот, так, я, по-моему, заболталась уже. Так, сейчас с нелюбимой работы хочу начать уже жить, как я хочу. Страшно очень. Видео сильно вдохновляет. Вообще, мне очень нравятся такие вопросы психологического характера. Ну, вы понимаете, почему, да? Потому что а, начать жить, как ты хочешь, я тоже, кстати, не сразу к этому пришла. Я долго себя искала. В какой-то момент я поняла, что если я буду себя ломать, подстраивать себя под какого-то человека, подстраивать себя под какую-то работу, это будет еще только хуже, это вот еще больше угнетает, депрессия, какое-то, знаете, заедание чем-то сладеньким начинается, таких вещей. Потому что ты живешь не свою жизнь, да, понятное дело, и у тебя и тело на это реагирует плохо, и вообще психике тоже не очень хорошо. Вот поэтому нужно идти в себя, в ту жизнь, которую вы хотите. И как убрать страх? Это не рубить с плеча. Это нужно простроить себе план действий и уже потихонечку пробовать что-то уже, находясь в той ситуации, где вы находитесь, уже потихоньку что-то пробовать. А как мне будет это, а как мне это? А вот у меня нет работы, я найду сначала работу, да, уже потом буду что-то как-то действовать. В общем, я думаю, вы меня поняли. Так, ну тут коты опять шебуршатся. Второй вопрос. Наталья, я по-простому напишу. Мне бы хотелось услышать ваше мнение по следующим вопросам. Не задумываетесь ли вы на такие темы, как о старости, как в таком случае будете справляться со всем хозяйством в деревне? Будет ли хватать денег на содержание своего хозяйства? Не пугает ли вас то, что если вдруг за душой ничего не будет в плане финансов, то вы не покинете деревню? Мгм. Старость. Вы знаете, а, я, наверное, к тому времени уже сделаю свой быт максимально комфортным. Это первое. Во-вторых, я уже сейчас задумываюсь об источниках дохода, которые будут для меня легкими. То есть, ну, не вот пойти вспахать поле, да, а тогда, когда я буду в меньше, ну, в не очень хорошей физической форме, да, уже до старости речь зашла, да. В данном случае навыки сидеть за компьютером и щелкать мышкой у меня отлично отработаны. Даже если у меня исчезнет вот эта работа, на которой я сейчас работаю, да, обязательно я найду новую такого же формата без труда, если честно. Я даже прямо сейчас могу это сделать. Но мне нравится сам формат и тематика той деятельности, которой я сейчас занимаюсь. Вот. Поэтому мне пока ничего оставлять не хочется. Так. а, как в таком случае будет справляться со всем хозяйством в деревне? Вот. Ну, я уже сказала, да, что максимально обустрою, насколько это возможно, свой быт так, чтобы он был комфортным. И в том числе, знаете, вот по поводу хозяйства. Вот если говорить о саде-огороде, есть такой интересный агроном Зеп Хольцер. Это немецкий, по-моему, да. В Германии он живет, этот человек. Он придумал, знаете, какую интересную историю. Он придумал какие-то уникальные грядки. Я тоже, кстати, это весной хочу попробовать. Которые не требуют полива, которые не требуют прополки, в которых растения растут до самой поздней осени, когда уже снег выпадает. То есть, если поискать, очень интересно много, интересной информации можно много найти, где люди делятся своими инновациями в плане того, как облагораживать землю, не затрачивая много усилий. То есть как быть в согласии с природой, как использовать ее силу во благо, да, а не во вред. Ну, в общем, это такая глубокая тема. Я думаю, ее постепенно буду раскрывать в своем блоге, потому что постепенно тоже буду получать какой-то опыт, когда буду ухаживать за растениями у себя на огороде, в саду. Вот. Я уже приготовилась. Посмотрите. Вот. Ну, в общем-то, так. Дальше. Что тут какой-то еще вопрос, да? Будет ли хватать денег на содержание своего хозяйства?
будет ли хватать денег? Не пугает ли вас то, что если вдруг из бюджета ничего не будет? Ну, знаете, во-первых, я уже задумалась о вопросе инвестиций. Я уже кое-что изучила, я даже купила несколько курсов по инвестициям. Я уже знаю, как сделать так, чтобы деньги приумножались, если их на вкладах держу, да. У меня даже это уже стало немножко получаться. Это первый момент. Первый момент инвестиции на тот план, на тот случай, если у меня с деньгами что-то не так будет. Второй момент это работа такая, которая удаленная, ну, она не требует особо каких-то сложностей. Но если, предположим, да, давайте гипотетически, вот значит, у меня пропала вот эта работа удаленная, допустим, у меня нету инвестиций каких-то там, нету, как это называется, подушка финансовая, да, когда человек задумывается все-таки о своем финансовом положении, страхует себя. Ну, я, наверное, знаете, у меня здесь земли много. Я, наверное, все-таки придумаю что-нибудь, мне кажется. Здесь можно продавать семена, продавать рассаду, продавать какие-то, как называется, черенки, да, от яблонь там разные. Селекционировать сорта там какие-нибудь, я не знаю. Да много чего можно придумать. Из плодов можно что-то заготавливать. Вот у меня есть идея про клубнику. Кстати, я уже говорила, да? Сушить я ее хочу. Сушеную клубнику хочу делать. Не знаю, как у меня что получится. У меня, кстати, знаете что? У меня есть знакомая девочка. Здесь, кстати, тоже в Нижегородской области живет. Недалеко от меня, по-моему, даже. Ну как недалеко? Прилично, конечно. Ближе к городу она живет. Вот. Она, знаете, что делает? У нее тоже есть огород достаточно большой. Она каждый год выращивает очень много томатов. У нее прям большие плантации вот этих помидоров. Томаты, что она еще, по-моему? У нее яблоневый сад тоже и малина растет. Так вот, она купила вот эти дегидраторы, что ли, как они называются. Она сушит, делает чипсы томатные. Грушевые чипсы, чипсы из яблок, масса бесится, извиняюсь. В общем, она делает пастилу и чипсы вот эти, и еще вялит томатики. И у нее сейчас, она уже достаточно долго работает вот в таком формате. У нее сейчас достаточно большой, широкий круг клиентов, как в Нижнем Новгороде, так и в области. Вот. Надь, если ты смотришь это видео, привет тебе. Я у нее, кстати, рассаду помидоров хочу купить. У нее каких только сортов нету, вы даже не представляете. Там что только нет. Она прям, действительно ими увлеклась. Человек спрашивает, не покинете ли вы деревню, если у вас закончатся финансы. Мне кажется, проще покинуть город, если закончатся финансы, наоборот, да? Чем деревню, если закончатся финансы. Понимаете, земля, она кормит как бы. Здесь не надо ходить в магазин. Я, кстати, здесь не так часто хожу в магазины, как в городе. Там, в городе, вам, чтобы что-то скушать, нужно, чтобы была какая-то денежка. Чтобы сходить в магазин и купить то, чтобы скушать. Здесь в магазин часто ходить не надо. Можно вырастить, засушить, засолить, там, что не знаю, варенье сварить, заморозить. Всякого разного, и еда у вас всегда будет. В тот случай, если вы там прям вообще голодать будете, да, тут. У нас, кстати, знаете, какая история была в городе? Один раз я очень удивилась. Была очень серьезная авария на станции какой-то гидравлической. В общем, отключили воду почти на неделю. Ни горячей, ни холодной, представляете? Смотрите, водой унитаз смывают все в квартирах. В туалет не сходить. Там у кого-то были какие-то запасы воды. Воды не попить. То есть, вообще, просто от вас отрезали воду. Что вы будете делать? Здесь, по крайней мере, в деревне можно эту поставить, как ее, скважину, да. Вот у меня сейчас сельский водопровод, и со временем я, кстати, скважину сделаю себе. Вот. Там вообще в округе, когда вот все это случилось, я пошла в магазин, думаю, сейчас куплю пару 5-литровых бутылок, себе водички попить там, в крайнем случае унитаз смыть. Прихожу в магазин ближайший, 5, там вода просто скуплена. Просто пустые полки, где вода стоит. Прихожу в второй магазин, там тоже вода скуплена.
И вот мы ждали прям специально, весь наш микрорайон ждал, когда нам привезут, вот власти сказали, объявили, что а, пришлют грузовики с водой, эти цистерны, да. И все стояли возле этих цистерн в очереди с баклажками, чтобы налить себе воды, и чтобы элементарно в туалет даже сходить, понимаете? А вот здесь в этом случае, мне кажется, можно много всего придумать, в том числе, не знаю, вот в деревню из деревни я точно не уеду по причине отсутствия финансов, это 100%. Этого я меньше всего боюсь, кстати, здесь. Нет, это не та история. У меня почему-то в голове все по-другому. Вот из города убежать, когда ты вообще без денег, вот это да, это надо бежать. Так, Андрей спрашивает, сколько стоимость вашего дома? Ну, я уже вот про этот вопрос говорила, то, что обсуждение финансов, моего места жительства, моей какой-то личной информации в плане, там, сколько мне лет, туда-сюда, где ключи от квартиры лежат. Я вот такие вопросы не озвучиваю. Знаете, я стараюсь не говорить. Почему? Потому что вот если вы узнаете стоимость моего дома, что вам это даст? Скажите, вот что вам это? Этот дом не продается, я его уже купила. Абсолютно такого же идентичного, с такой же ценой вы не найдете. Потому что все уникально. И то, что касается жилья вот такого вторичного, домов, да, я имею в виду, не квартир, а домов. Если вы хотите приблизительную цену узнать на подобные дома в Нижегородской области, вы заходите на Авито, делаете себе там фильтры, как это называется, да, смотрите, а, какова приблизительная стоимость, общая стоимость, средняя стоимость домов по Нижегородской области. Вот и все. Цена моего дома вам ничего не даст. Зачем вот такой вопрос люди задают, я не понимаю. Что вот это вам даст, кстати, напишите. Мне прям интересно. Я вот, если хочу узнать стоимость дома, но я узнаю стоимость дома, который продается. Это же логично. Но мой дом не продается. Я уже его купила. А вот тут пишет, она его продает. Ну да, да. Я его не продаю. Так, Лилия спрашивает. Наташа, здравствуйте. Каков контингент в деревне и численность? Я так понимаю, что есть развитие, раз проводят газ всех во благ. А каков контингент? Что вы имеете в виду? Вы знаете, я не знакома с каждым прям местным жителем, с каждым. Но мне кажется, уже много я людей здесь знаю, а, со многими общаюсь. Может быть, кто-то меня знает, но я с кем-то не общалась еще, да, в этом плане. Почему? Потому что я как бы, ну, веду свой блог, да, люди меня видят, люди меня знают, но не получается так, что мы с ними общаемся, да. А вот насчет того, что я знаю кого-то, ну, когда я гуляю вот здесь по селу, там, хожу до магазина или еще что-то, я вижу, например, всегда группу бабушек с этими, как это называется, скандинавские палочки, да, скандинавской ходьбой, которые занимаются. Вот с ними периодически общаюсь, там, вот, обмениваюсь информацией. Потому что потом у нас есть очень много здесь пенсионеров, мужчин в том числе, которые мне там что-то подсказывают, бывает. Какие-то, ну, интересные а, советы дают, помогают. Вот один помог мне настроить отопительную систему. Зимой, когда были морозы, я не знала, как тут все устроено до конца. Вот он мне показал, все рассказал, объяснил, что делать, там, туда-сюда. Огромная благодарность ему. Ну, люди здесь разные. С кем я общаюсь, все люди мне нравятся. С кем я близко общаюсь, да. Численность. Численность. Село небольшое, сразу скажу. Прям вообще крохотное. Ну, не совсем маленькое, но очень много домов, кстати, пустующих. Про численность я даже не задавалась вопросом, но мне кажется, меньше 1000 человек точно. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно, но маленькое село. А по поводу газа, да. У нас, кстати, часть села газифицирована, и у нас недалеко находится районный центр. Вот, наверное, в этом плюс. Почему? Потому что моя деревня, мое село, оно стоит не совсем в глуши, скажем так, да. Здесь есть какая-никакая инфраструктура, есть медпункт, есть магазин, 2 магазина продуктовых.
Вот, есть этот, как его, культурный центр, хотел сказать. Ну, короче, где мероприятия всякие устроили. Куда я на выборы-то пойду? Как это называется? Дом культуры, вот. А, вот, что там? У нас даже есть пару домов трехэтажных, как вот в городах. Вот такие. То есть, ну, часть села газифицирована, поэтому те дома, которые у нас еще не успели газифицировать, их, конечно же, по путинской программе газифицируют. В том числе это сделали предыдущие хозяева этого дома, они уже начали вести газ. Я как бы продолжила их работу, да. Так, так, следующий вопрос. Наталья, не пугает ли вас мысль о том, что в скором времени отключат интернет и невозможно будет работать удаленно? А, я такой новости еще не слышала, что у нас скоро отключат интернет. Слушайте, если речь о какой-то поломке, да, ну, у меня было, кстати, пару раз так отключали. И у меня есть человек, который мне устанавливал вот эту антенну на конек дома. Я сразу же ему пишу в мессенджер и говорю, так, Роман, такие дела, интернета нет. И он там что-то там пошебуршит, и интернет появляется. Но это было пару раз всего лишь за полгода, пока я здесь живу. Вот. Ну, в любом случае, его можно наладить, настроить, перестроить. Я думаю, ничего страшного. Если же вы говорите о каком-то апокалипсисе, когда интернета нет даже в городах, я не знаю, что там, комета упадет на Землю. Ну, тут, наверное, будет не до интернета всем и не до работы в интернете. Тут, наверное, речь будет идти о выживании уже, а выжить легче всего на своей земле. Если уж говорить о таких каких-то утопических вещах, да. Если говорить об апокалипсисе, то там уже будет всем не до интернета, там будут люди искать, где попить, где поесть. Вот. В этом плане в сельской местности будет намного проще, чем в городе. Вот. А если речь о поломке какой-то, то можно будет ее как-то исправить, наверное. Я не знаю, какие еще... Напишите, кстати, какие случаи отключения интернета могут быть. Я, может быть, неправильно поняла вопрос. Наталья, а вы не открыли себе ячейку на почте? Нет, я, кстати, не стала этим заморачиваться. У меня появился очень полезный модератор, который помогает мне посылки, ну, получать от подписчиков. Речь, наверное, о подарках, да? Я сегодня фото выставила, где показала подарки от подписчиков. Спасибо всем огромное за поддержку, кто донатами помогает, кто подарками. Мне очень приятно, спасибо большое. Вот. В общем, если вы хотите отправить мне посылку, пишите модератору чата в Телеграме. Моему модератору есть в закрепленных сообщениях его ник. Можете ему написать, и он вам поможет. Михаил его зовут. Так, следующий вопрос. Добрый вечер. Нравится ваша позиция. Глаза боятся, руки делают. Да. Расскажите о ваших мечтах, планах на будущее, как вы видите через 5 лет. Так, 5 лет. Сейчас 24 год, да, плюс 5 это будет 2029, да? Ну, давайте попробуем погрузиться в будущее. Сейчас попробую представить. 5 лет. Ну, наверное, за 5 лет я уже устрою свой дом так, что, ну, не нужно будет в каких-то крупных вещах заморачиваться, таких как ремонт, там, знаете, там, газ туда-сюда, вот эта вся история. Наверное, самое главное я уже сделаю в доме. И на участке я более-менее освоюсь. У меня будет красивый, ухоженный, цветущий сад. По-любому. Там будет много ягод. Я буду, кстати, за всеми, ну, все растения высаживать так, чтобы за ними был минимальный уход. То есть я буду изучать все вот какие-то агро-штучки интересные, перенимать у других людей, которые занимаются садоводством, огородничеством, где уход максимально, вот когда люди упахивают сюда, там, на огороде, ну, я не хочу к такому идти, понимаете? Я буду изучать инновации в садоводстве, в огородничестве, где люди в согласии с природой, где они не убиваются там, а просто как бы, ну, в согласии с ней как бы живут и не затрачивают много сил на обустройство участка, да. Сейчас уже я довольна тем, что у меня есть, да, а уж тогда там уже я так обустроюсь, что мне будет очень-очень приятно.
И еще больше будет нравиться, еще более уютно будет. Знаете, у меня была даже такая идея купить дом соседа. Сейчас я секретно поделюсь. У меня, правда, нет сейчас финансов на эту идею, но тем не менее. Вдруг появится. Купить дом соседа и сделать из него гостевой домик для своих подписчиков. У меня была идея такая. Но там столько всего надо делать, честно. Там не заведена, короче, нет отопительной системы внутри, нет отделки внутри, вода не заведена в дом, по-моему, что-то такое. В общем, там тоже очень много работы. У меня-то работы здесь еще много, чтобы благоустроить в доме что-то, да, а там еще больше. Вот, поэтому это какая-то такая идея. Мне кажется, я к ней все-таки приду со временем. Наверное, лет через 5 точно, когда свое все обустрою. Вот, но это так, знаете, пока мечты и фантазии. Не знаю, насколько это реально для меня. Для меня сейчас самое главное свой дом благоустроить так, чтобы было максимально комфортно. Сейчас я газом занимаюсь. Вот. Потом летом у меня будут кое-какие переделки в доме, ремонт, тут нужно где-то подремонтировать что-то. До этого времени нужно еще дожить, короче. В общем, через 5 лет мне здесь будет еще комфортнее. Вот как я вижу. Наталья спрашивает, что уже успела посеять? Значит, я уже посадила рассаду фриго клубники, 20 кустиков, в горшочке торфяные, я уже показывала в Телеграме, да. Потом я семена в торфяные таблетки бросила этих перца болгарского. У меня, кстати, уже прорастать стал. Прорастать стал, знаете, какой перец, который из магазина. Вот все семечки я там взяла, и они уже у меня потихоньку уже наклевываются зелененькие. А тот, который был в пакетиках семена, они почему-то пока еще молчат. Так, еще я посадила дыню, арбуз и тыкву разных сортов. Вот пока это рассадила. Помидоры я не стала сажать. Почему? Потому что я рассаду буду покупать. И перцев тоже рассаду куплю. Болгарский перец я очень люблю, кстати. Вот. Это то, что я пока посадила. А остальные растения, там либо уже их в землю можно сажать, например, горошек зеленый, да, уже его в землю сажают сразу. Либо, тыкву, по-моему, я еще попробовала посадить. Пока, ну, на рассаду, да, какой-то сорт, я уже не помню, я уже там подписала, я уже не помню ничего. У меня все горшочки подписаны. Вот. А остальное, то, что я не выращу в плане рассады, я ее буду покупать. Да, чтобы в грунт сажать. И на пакетиках с семенами я прочитала, что с апреля там какие-то вещи, ну, какие-то, что-то высаживается с апреля. То есть с апреля еще пока нет, значит, это еще рано. Так, Наталья, сегодня собирали кленовый сок. Ты сама пробовала его? Кстати, кленовый не пробовала. Да и березовый-то я, наверное, не пробовала. Березовый я буду собирать. У меня очень много берез по периметру участка. А клены? У меня, может быть, и клены тут есть. Я даже не знаю, где они у меня растут. Я еще пока не видела. Кленовый я не пробовала ни разу, кстати. Так, здравствуйте. Появились ли у вас друзья в деревне или общаетесь ли вы с кем-то из соседей? Да, общаюсь и с соседями, и с друзьями, со всеми общаюсь, да, появились. Ну как, друзья? Друзьями, наверное, нельзя назвать людей, с которыми ты знаком там полгода всего лишь. А, ну, знаете, если речь идет о дружбе, то, наверное, с друзьями общаюсь в сети, ну, с такими, с которыми я уже давно дружу там. О них я, кстати, рассказывала в одном из своих эфиров предыдущих. Можете зайти на YouTube-канал, посмотреть. У меня есть плейлист, который называется «Ответы на вопросы». И там все видео, где я вела трансляции, собраны. И там, кстати, я про друзей рассказываю. Но с соседями я общаюсь, да. Расскажите, пожалуйста, про Василия. Он плохо себя чувствовал. Какую вы видите в этом причину? Как быстро он поправился? Как сейчас себя чувствует? И про пушистых гостей подробнее. Это чьи-то или бездомные? Как вы думаете, зачем они в ваши окна заглядывают? Я, кстати, выяснила, что это за кот, который к нам ходит. Сегодня ко мне приходила Ольга, у которой я молоко покупаю. И она говорит, это кот моих родителей к вам ходит постоянно. Он не кастрированный, он молоденький совсем, ему 2 года всего, такой пухленький. И он девочку хочет. Он видит у меня в окне целая рассада девчонок, и поэтому ходит к нам. Про Васю.
Я даже, знаете, не знала, что коты могут простудиться. Он, оказывается, простудился, я так поняла. А вот тут, когда оттепель началась, да, когда морозы закончились, он стал пропадать очень часто из дома. То есть он прям уходил утром рано и даже ночью мог не прийти. Но он и сейчас так делает, кстати. Он отлежался, все с ним хорошо. Он ушел прям на сутки, сутки его не было. Потом пришел, поел, лег на кресло и лежал, вообще отсыпался очень долго. Потом ходил, вот кряхтел, знаете, так мяукал. Какой-то у него голос был такой сиплый, знаете. Я так поняла, что он просто простудился. Ну и не мудрено, на холоде кот насиделся там сутки. До этого он зимой вообще в морозы он практически не выходил из дома. Так только пописать выбежит, и сразу же домой бежит. Вот. Я так поняла, что кошки могут простудиться. И я так поняла, что у Васи была простуда. И он дня 2 или 3 лежал, кушал, очень, ну, мало ел, но ел все равно. Он ел в основном эти консервы. Сухой корм не ел пару дней, потом начал сухой тоже есть, водичку пил. Просто отлежался на печке, спал, отогревался, бока себе. А потом у него все хорошо, у него голос уже сейчас такой зычный, как обычно. Вот, и все, он хорошо себя сейчас чувствует, нормально ест и гуляет очень много, очень часто. И уходит на ночь постоянно куда-то, приходит под утро, часа в 4-5 утра приходит и просит есть. Вот, я его кормлю. Все с ним хорошо, поправился. Пушистые гости. Ну вот я уже сказала, да, все коты, они соседские. Вот с моей улицы они как-то разнюхали, видимо, что у меня тут полный дом кошек, девчонок. Но Вася, кстати, бережет территорию, он прям гоняет, он сидит, ждет, когда вот этот кот придет, он начинает с ним воевать, что-то там на крыше с ним там бои устраивает вообще. Зачем они в наши окна заглядывают? Затем, что просят девочек. Коты мартовские, они ищут себе пару. Так, вот Елена пишет, очень тяжело 12 литров на плечах носить. У меня 9 литров. И когда много приходится брызгать, просто снимаю с плеч и ставлю на землю. А так классно. Кстати, хороший лайфхак. Да, если у меня будет спина болеть, я буду ставить на землю, если что. Да, у меня просто сад очень большой, понимаете, и больно-то воды не наносишься в разные части сада, да. А чем больше литраж, тем как бы эргономичнее, наверное. Так, Наташа, когда у вас отпуск? Кстати, у меня первая часть отпуска уже была в первые недели января, я отдыхала. Я просто лежала и отдыхала после новогодних праздников. Вот. А вторая часть отпуска у меня будет в конце июня, начале июля. Будут 2 недели, как раз когда поспеют мои любимые ягоды, полевая клубника. Она, кстати, всего лишь 2 недели живет летом. И я всегда в это время беру отпуск, потому что я знаю, что она созревает именно в это время, где-то в конце июня, начале июля. И я не могу просто, у меня душа рвется, я не могу сидеть и знать, что у меня там целые поля этой клубники, и не собирать ее, понимаете? Поэтому я беру отпуск. Кто-то в отпуск едет в Турцию, там или еще в Египет, куда там еще люди ездят, я не знаю, в Дубай. А Наташа берет отпуск, чтобы собрать ягоды. Каждому свое. Так, дальше по опрыскивателю. Я таким пользовался. Желательно после использования промыть водой и не оставлять на хранение в мороз. Хорошо, буду знать. Я думаю, прежде чем сменить любимую работу, надо 100 раз все взвесить и обдумать. Ну да, я о том и говорю, что нужно с чувством, с толком, с расстановкой подходить к таким вопросам. Да? Не бросаться в пропасть, не рубить с плеча. Нужно продумать все шаги, написать план А, план Б. Я извиняюсь, пить очень хочется. Так. Следующий вопрос. Наталья, в принципе, я вас понял. До момента старости вы примете все усилия, чтобы как можно больше обустроить свой быт в деревне, как в старости, пока есть силы, и уже потом больше наслаждаться жизнью, меньше уделять этому внимания. Ну да, знаете, в любом случае вокруг меня есть люди. Я думаю, к тому моменту рядом со мной будет встречать старость близкий человек. Я буду не одна. Поэтому жизнь, она такая штука, знаете, не все так фатально, я думаю. Дом культуры, да.
Наташ, я бы помог купить тот дом соседа для пользования твоими гостями, как ты придумала. Да ладно. У меня уже есть партнер по бизнесу. Интересно. Слушай, ну, одно дело его купить, а другое дело, вот ты его купишь, он будет стоять, ты же за него будешь налог на землю платить. А там же нужно делать дела какие-то, обустраивать его. У тебя есть деньги, помимо того, что на купить его, на то, чтобы его обустроить? Тут же нужно вложиться прилично. Хотя классная идея. Мне нравится твоя идея купить этот дом. Так, кажется, я покупателя нашла своему соседу. Неожиданно, сколько он уже его продает. Я не знаю, может быть, ты шутишь, конечно. Ну, посмотрим, короче. А, Мало кто так готов помочь, в жизни практически никто. Вы действительно великодушны, дай Бог вам долгих лет жизни. Но придумаем что-нибудь с домом. Белочка, ты чего ты турчишь? Резинку потеряла. Бел, ну я тебе и не достану лапкой туда вверх. Я извиняюсь, мне нужно Белке помочь резинку достать. Она что-то... Бел, иди сюда. Ну что ты? Куда ты ее засунула? Ну вот как я тебе ее достану? Как ты туда засунула? Господи, что ты такой? Ну так интересно, урчит всегда. Когда ей что-то не нравится, она играет вот этой резинкой от волос. Я не знаю, видно или нет. И в какую-то ее щелочку забросила. И не может достать. Да, мой хороший? Сиди со мной немножко. На вот все на лапку возьми. Сиди с ней. Вот она, твоя любимая резинка. Так, пишите вопросы дальше, да? Я буду читать. Я не пошутил. Окей. Посмотрим, что будет. Привет, сосед. Если вы смотрите это видео, у вас есть уже потенциальный покупатель. Наташа, с сегодняшней трансляции ты справилась. Молодец. А что, уже все, пора заканчивать? Я нажала на кнопку записи, кстати. Как она записывается хоть? Где вообще тут посмотреть? Как тут? Да, записывается, вот вижу. Да, я потом YouTube эту трансляцию выложу, посмотрите. Вот, смотрите, уже кто-то нашелся из клиентов, даже кто собирается приехать в этот дом. Вы не торопитесь, там негде жить просто. Там просто коробка. Никаких коммуникаций нет. На неделю-две в отпуск. Но если благоустроится этот дом, если так получится, я не знаю. Конечно, я буду рада вас встретить. Сняла бы там комнатку, мне много не надо. Главное, душевное спокойствие и поиск равновесия. Но это, знаете, планы на будущее, и не знаю, реализуются ли они вообще когда-то. Я сейчас озабочена тем, чтобы свой дом благоустроить, понимаете? И здесь требуется немало вложений, кстати. И это затянется на лет 5, наверное, точно, если не больше. Вот. А что касается еще и того дома, ну, я не знаю, где такой ресурс взять большой. Это просто пока мечты. Открыть гостиницу. Будет дополнительный доход, и подписчикам хорошо на природе отдохнут. Ну, идея хорошая, да, я не спорю, но вложений требует. Так, сколько не хватает? Я бы, может быть, тоже вступила в долю. Вы серьезно? Там Буся просит. Ой, господи. Извините, я няня 6 котов. Сейчас приду. Буся, ты чего сюда просишь? Ходи. Теперь Буся просится к нам. Так, продолжим. Что здесь еще? Молоко вам нравится, которое покупаете в деревне? Да, хорошее молоко. Знаете, по крайней мере, в нем нету всяких химикатов и добавок, которые добавляют в городское, ну, такое вот промышленных масштабов молоко. Скинемся. Слушайте, это что, знаете, есть в Корее, по-моему, такая традиция, там вот, я не знаю, там очень сложно с жильем, и люди, знаете, как делают?
Вот, например, сдается большой красивый дом. Стоимость аренды очень большая. Люди просто находят друг друга, какие-то, которым нужно жилье, да, и просто живут в одном большом доме. Совершенно разные люди, там, разных профессий, разных, там, могут студенты и рабочие какие-то жить вот все вместе, а в этом доме, ну, сколько там, человек по 5. Ну, дом, если большой, там, двухэтажный, например, много комнат в нем, много санузлов. Вот они как-то, это в Корее такая практика есть. Они как-то скидываются и живут в этом большом одном доме, а, платят аренду. А здесь вы предлагаете купить купить коробку, в которую еще нужно вкладываться. Сомнительная затея. Особенно в долевом. Как вы себе представляете? Ой. У дома должен быть один собственник. Я не думаю, что это хорошая идея, если вы будете в долях его как-то брать. Не очень хорошая идея. Я бы так не сделала. Надо устраивать собеседование и селить только тех, кто созвучен мировоззрению. Да, наверное, да. Про собеседование вы правда говорите. Сначала скиньтесь на обустройство Наташиного дома, вот мой модератор пишет. Чем же я потом расплачиваться буду? Простите меня. Тут кто-то про газ меня еще спрашивал. Я про газ хотела рассказать. Кроме молока еще что берете, покупаете? Покупаю творог домашний и молоко домашнее. Сырники я не покупаю, я их сама пеку. Вы что? Творог покупаю и молоко покупаю. Из молока можно сделать и сметану, и творог, кстати. Но я сметаной что-то как-то не очень увлекаюсь, но из молока я там каши варю, блины пеку, из творога сырнички делаю, запеканки всякие. Собственность Натальи купим. Мгм. Да. Ой, господи. Про газ я хотела рассказать. Короче, сейчас на какой стадии у меня газ? Мне уже прокопали трубу от границы участка до дома. Провели ее по внешней части дома, завели в дом и внутри сделали газоразводящие трубы на котел, на счетчик и на газовую плиту. И вот с понедельника я жду мастеров, которые мне будут устанавливать дымоход на газовый котел и вентиляцию. Как мне сказали, 2 штуки почему-то надо по площади, как-то они смотрят. Вот. И когда мне уже все это сделают, то я, наверное, приедет приемная комиссия какая-то, да, буду смотреть, как у меня тут все сделано. Вот, газовую плиту я сегодня купила, мне должны ее завтра привезти. И я молю Бога, что у меня этой весной уже будет газ, потому что у меня уже заканчиваются дрова, как бы, в ближайший месяц мне как бы накладно уже покупать эти дрова. Я хочу их купить ну, ближе к лету, когда уже не будет дождей, когда не будет вот этой сырости, подтаявшего снега, чтобы они просохли нормально, не намокли. Сейчас же дожди пойдут, вот ближе к апрелю будут идти дожди. Будет интенсивно таять снег. Если я сейчас куплю дрова, которые у меня заканчиваются, то это будет апокалипсис, конечно. У меня перед домом на все перепахано, все в лужах. Куда эти дрова складывать? Ну, короче, я надеюсь, что я до того, как у меня закончится 3-й грузовик, то все-таки газ проведут. Я хочу, чтобы это случилось скорее. Вот. Так, что-то тут еще пишут. Расплатишься видеороликами и прямыми эфирами, тем, благодаря чему мы здесь сегодня собрались. Фантазеры. Наталья пробовала домашнее сливочное масло или топленое. Топленое, да, вкусное очень. Домашнее не пробовала, но уверена, что оно тоже очень вкусное. Если Ольга делает масло, напиши. Я ее, кстати, не спрашивала. Нет, спрашивала. Но она не делает. Она делает только творог и молоко продает. Я не знаю, ты звонила, кстати, ей, Наташа? Покупала у нее молоко или нет? Вот позвони, спроси, может быть, она и масло тоже сделает. А, Да ей бы с этим домом разобраться, уж после думать о гостиницах. Ну вот Вячеслав прав, да. Я и говорю про что мне нужно сначала разобраться с моим домом.
А заботы дополнительные для меня пока в тяжесть мне будут только. Да, если... Я же сказала, просто я пофантазировала. Вы не думайте, что я уже прям иду и покупаю его. Я просто фантазия разыгралась. Так, тут кто-то руки поднимает. А, тут кто-то со мной хочет пообщаться, что ли? Голосом? Кстати, хотите ли вы пообщаться голосом? Может быть, кто-то просто поднимает руки. Я смотрю, очень много людей. Это случайно или нет? Напишите, кстати, мы можем просто с вами вот так вот голосом пообщаться. А, как это не прямо сегодня? Мечтать не вредно. Не прямо сегодня предвидится. Ну, понятно, лет через 5 так. Здравствуйте, когда у вас совместное видео выйдет? А, совместное видео. А я не знаю, вот все собираемся или не собираемся, никак. Это все от Натальи, мне кажется, зависит, и Дениса, потому что я как бы готова, но они почему-то не приходят. Так, сейчас. Ну вот они пишут, они заняты рассадой. Так что не обессудьте. Я сейчас поясню, что здесь происходит. Тут есть у нас в соседнем селе есть блогеры тоже. И они хотели коллаборацию со мной. Ну, что-то, наверное, передумали. Что-то хотели, и все никак не дойдут до меня. Не передумали. Ну, я вас жду, кстати, если вы не передумали. Жду, пожду. Мне, кстати, может быть, к тому времени уже газ проведут. Мы не замерзнем. Кто-то пишет, что капец будет в душевном спокойствии и тишине, если я здесь строю гостиницу. В смысле, в соседнем доме? Собрались интроверты в одном месте. Да. Какие планы по дому на этот год? Планируете ли заводить пчел? Какие планы на этот год? На этот год план номер 1 – провести газ. Номер 1. План номер 2 – сделать пол на кухне. У меня на кухне пол проваливается. Там где-то доски нужно постелить новые. И я хочу его утеплить, пол на кухне. План номер 3. Вот эта вот дверь, которая у меня холодная, ведет, которая во двор, я не знаю, что с ней делать, но ее либо утеплять как-то, либо заколачивать. Я еще пока не решила. В общем, там очень сильно зимой сифонит и промораживает трубы из-за этого, которые водоразводящие под ней там проходят. Нужно как-то все это переделать. План номер 3. Крыльцо достроить. Сделать платформу высокую такую, чтобы не было ступенек. Я уже, по-моему, в каком-то видео рассказывала. И навес подлиннее сделать. Чтобы там было, ну, типа какой-то террасочки небольшой рядом с домом. Вот. Как вот там можно будет йогой заниматься, дрова сушить. Дровник надо построить, план номер 4. Где-то на солнечной стороне. А что еще подумаю делать? Фундамент я хочу домкратом приподнять. Тут где-то опустился он немножко. Постелить линолеум в спальне. Я просто замучилась об него спотыкаться. Купить кусок нового линолеума, постелить хочу. Окна поставить новые. Здесь раз, два, три, четыре. 4 окна. И из окна в той комнате я хочу сделать дверь стеклянную и террасу. Но в этом году, наверное, я не успею это сделать. Отопительную систему мне нужно еще переделать. Нужно убрать отопительные трубы из холодной комнаты. Может быть, их где-нибудь сюда, в дом дополнительно повесить. А вот в эту холодную комнату сделать дверь такую нормальную, которая будет закрываться плотно, чтобы холод оттуда не шел. Убрать эти строительные занавески и нормальную дверь сделать. И нормальную входную дверь тоже сделать. Она у меня там тоже сифонит. На кухне ремонт нужен. Я там антивандальные обои хочу наклеить, потому что котята уже ободрали все напрочь. И кухонный гарнитур поставить.
Так, ну а что еще? Что я еще ведь хотела? А, вот в отопительной системе, который расширительный бачок у меня стоит на крыше, и он зимой замерзает. Я его хочу опустить вниз. А потом еще из важного, что я хотела сделать, 30 метров забора. Мне нужно а, сделать, потому что осенью уже снег выпал, когда я не могла им заниматься. Помните эту историю, да? Вот. 30 метров забора починить. Я хочу сетку рабицу поставить там и какой-нибудь вьюнок рассадить, чтобы там зарос вьюнком. Что еще хочу сделать? Подумаю. Дверь починить, которая из кухни в дом идет, она скрипит очень сильно, здесь перекосилась. Я вот так ее каждый раз закрываю. Я уже больше не могу слушать это. Вот. И, наверное, как-то нужно уже думать о планировке, что где будет стоять, что куда. Но это когда мне фундамент поднимут. И к зиме, наверное, я уже начну стены красить у всей части дома. Я этой зимой покрасила стены в белый в своей спальне. Вот. А остальные стены я буду уже, наверное, осенью, когда уже участком не буду заниматься, буду красить их. Блин, с печью, печами я буду заниматься уже, наверное, в следующем году. Поэтому, знаете, вот что в голову... А, слив еще я хочу от дома подальше увезти, то есть прокопать траншею подальше, чтобы у меня подальше вода сливалась от дома. Вот это еще сделаю точно на ближайший год. Так, что там еще? Планируете ли заводить пчел? Ой, я не знаю, хватит ли меня на пчел в этом году. Ну, может быть, я их заведу, но не точно в этом году. Потому что мне нужно еще только осваивать участок, как-то облагородить его. Боже, что Буся делает? Вы бы видели, она висит на косяке, где-то почти под потолком. Она, кстати, такая интересная стала. После стерилизации я думала, что она будет, ну, такая квелая, ходить вальяжная. Она играет сейчас с котятами, как котенок относится. Вообще, я удивляюсь ей. Так, что тут еще? О, я бы с удовольствием ваш совместный эфир послушала. Вы тоже замечательный. Да, интересный. Денис вообще очень много всего о растениях знает. Я прям с удовольствием сделаю с ним интервью. С ним, с его девушкой, да. Жду у вас, ребята, в гости. Наташ, печку не будешь сносить, когда газ подключишь? В этом году точно не буду. Хотя, знаете, там, мне кажется, внутри котел уже такой плохой. И я бы ее не сносить хотела, а реставрировать. Но это, наверное, то же самое, что снести и построить новую, я так полагаю, потому что котел вмонтирован в самое основание печи. И этот приезжал ко мне, как его, печник зимой, он смотрел трубу вот этой печи, которая отапливает дом, она в таком плохом состоянии. Короче, нужно заниматься ремонтом печи, но мне не до этого будет в этом году, поэтому, наверное, я пока трогать не буду. Наталья, приходи завтра к нам, снимешь как сок, собираем кленовый. Ой, ребят, нет, я не смогу. Завтра, во-первых, мне привезут газовую плиту, а чтобы ее поставить, мне нужно освободить для нее место. Чтобы для нее освободить место, божечки мои, надо столько всего сделать. Тут я стол хотела завтра разбирать, кухонный, наконец-то у меня появилось на него время. Короче, я бы с удовольствием, но, блин, я уже напланировала сделать столько на выходные. Хочется много чего сделать. А страшно представить, сколько баблишка на все это надо. Не говорите. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Постепенно все, как это называется, наживется, или как это, есть какая-то поговорка. Это дело наживное, вот говорят так. Это дело наживное, вот. Глаза, так, да, глаза боятся, руки делают. Ну, вы, конечно, размахнулись. Денег немерено на это надо, конечно. Ну, и не все сразу я собираюсь сделать. А еще работников путевых найти, особенно на ответственные работы. Выбирайте тщательно. Да, вы правы. Я выбираю тщательно. У меня хороший такой кастинг. А, ну, я про деньги, да, у меня нету такой суммы, которая вот я бы сразу, вложилась, да, и все бы мне тут сразу сделали. Там, гнома, Белоснежка 7 гном. Нет, я, конечно, я
каждый месяц зарабатываю, денежка появляется, я что-то покупаю. Так вот, туду, потихонечку, потихонечку, не все сразу, постепенно. Вот. Ну, если только вы 52-рукие, не иначе, кто малёх представляет, о чем идет речь. Ну, да. Ну, я, конечно, блин, я много всего хочу. У меня прям энергия запала большой. Кстати, мне же еще ведут 15 киловатт, я забыла про это сказать. Мне тут будут опору ЛЭП другую ставить. Она у меня сейчас косая вот такая стоит, просто стоит бревно, которое подгнило внизу. Оно меня очень тревожит. Почему? Потому что когда ураган, его очень сильно колышет. Вот основная вот эта вот опора, которая ведет провод ко мне, электричество в дом. В общем, эти электрики, они приедут, они будут делать 15 киловатт и заодно менять эту опору, я надеюсь, будут. Я надеюсь. Потому что я за это немалые деньги уже вложила. И мне будут щиток переносить. Скорее всего, на веранду мы будем делать там его. Электрический, я имею в виду. Вот что еще. Это точно я уже сделаю, да. Так. Вы большая молодец, так держать, спасибо. Метафора. А тут чистая реальность. Ну, понимаете, самое важное я сделаю точно в этом году. Это отопление, более-менее какое-то утепление и электричество. А остальное, ну, вот как получится, я не знаю. Может быть, получится, может, не получится. Может, получится в следующем. Не в этом году, так в следующем получится. Так что не все так плохо. Не страшно без забора, не думали про забор. Слушайте, у нас были такие сугробы, ну, у нас были очень сильные снегопады. И знаете, там намело столько, там никто не пройдет сейчас. Просто при всем желании, там вот так вот сугроб по пояс практически у меня. Но когда он растает, я уже нашла человека, который будет мне его делать. Так что не страшно. К моменту растаяния снега уже все, у меня же спланирована починка забора. Да, Белочка? Ты мой сладкий. Ты моя плюшевая девочка. Ну, ты почему спать не ложишься? Такая мурчалочка, такая тактильная, она как мишка плюшевый, так она мне нравится. Белён, посмотри, посмотри, мы в эфире. Ну, красотка, скажи я, да? Красотка. Иди гуляй дальше. Так, собаку. Про собаку. Собака — это дополнительная забота. Это нужно ей строить будку, это нельзя далеко уехать. Вот кошек я хотя бы могу в доме оставить, да, тут запереть, дать им покушать, и они тут у меня хоть сутки могут жить. А собаку вот так не оставишь. Это, это еще тяжелее. А в плане охраны, слушайте, лучше, наверное, кнопку пульта завести и камеры, чем собаку. Это гораздо продуктивнее будет, мне кажется. Собаку могут отравить, еще что-то сделать. Собака это дополнительная забота и ни разу, мне кажется, не охранник. Как звонок можно завести собаку, ну, не знаю. Это алабай, что ли, заводить тогда для охраны. Овчарку. Но я не готова к таким огромным собакам. У меня были собаки, когда я жила в городе. В детстве, в подростковом возрасте. Вот. Последний пес прожил со мной 15 лет. Когда его не стало, мне стало очень плохо. Ну, очень тяжело переживала, если честно. Я не хочу больше собак заводить. Вот. А по поводу охраны можно по-другому придумать. Дел очень много. Все со временем устроится, время все расставит на свои места. Все правильно, да, всему свое время. Реальность люди под себя меняют, и под свои доходы помощь находится, да, и неожиданная помощь прийти может, действительно, так и есть. У меня кошка Сметанка. Какое имя прикольное, Сметанка. Тоже черно-белая, после стерилизации стала тоже как котенок, очень игривая. Играет, бегает больше, чем ее сыновья. Интересно, как они себя ведут. А, а, Тут изначально был расчет на подписчиков, с чего тут лукавить, донаты, прочее, подношения. Слушайте, про донаты. Тут кто думает, что я живу на донат. Такие смешные вообще. Слушайте, если бы у меня были такие донаты, на которые можно было бы жить, ну, не знаю, тут либо у человека фантазия такая большая, но мне действительно присылают донаты, в том числе в денежном эквиваленте, но я бы не сказала, что на них прям можно жить. Их может быть и не быть вообще, понимаете?
ну как-то нужно обязательно иметь постоянный источник дохода. Жить на одни донаты не получится никак. Вы что? Что, о чем вы тут фантазируете? Это просто как дополнение, как подарок. Вот дарит вам деньги на день рождения, там родственники, друзья. Все, вы же не живете на эти деньги постоянно, да, как это как подарок. А что-то на эти деньги делать, а, зарабатывать на этом. Я зарабатываю не на донатах, понимаете, а на рекламных контрактах. На Ютубе вы периодически видите рекламу моих видеороликов, это мне приносит денежку. Вот это более внушительно, скажем так, доход, чем донат. Донат это как вот, ну, конфетку себе, шоколадку купить, там, я не знаю. Но на эти деньги не проживешь точно. Ах, донаты. Так, следующий. На неделе созвонимся, да. Наташ, звони, конечно. Договоримся, когда и что. Наталья говорила, в приоритетном порядке будет обустраивать свой быт по мере поступления финансов. Ну, я, собственно, так и делаю. Что, я ежемесячно деньги зарабатываю, мне приходят какие-то определенные суммы, и я их распределяю на обустройство дома. Вот. Я же не сразу вот так все. Подписчики сами заявляют искреннее желание помочь, никто из них не вытягивает. Ну да. Расчет. Это так и работает. Сейчас это очень модно, выгодно, удобно. То есть я же не сказала, что это плохо, так оно есть, это да. Ну, слушайте, я вообще даже не рассчитывала ни на какие деньги, когда заводила блог. У меня даже не было в мыслях, что это вырастет в такое масштабное. Изначально я свой блог вела на Яндекс.Дзене. Там, конечно, стоит монетизация, но там мне в месяц приходит, ну, максимум рублей 300 с этой монетизацией. У меня там было 300 подписчиков. Это было еще в прошлом году. Я просто записывала видео для друзей, для близких, окружающих людей. Я рассказывала, показывала, как у меня тут, как я тут обустраиваюсь, туда-сюда. И вот в октябре месяце я решила вот эти видео, которые на Яндекс.Дзене, как бы перевести на YouTube тоже залить. Тоже. Ну, как параллельный видеоканал. И вот в октябре я заливаю эти видео, и они у меня почему-то залетают в рекомендации. Это я к тому, что тут женщина пишет, что у меня был какой-то расчет. Это случилось совершенно неожиданно для меня, понимаете? Никакого расчета не было, это была случайность. И, видимо, ну, популярная тема такая, деревенская жизнь. Людям это интересно, жизнь деревни. И люди все больше и больше на меня стали подписываться, и потом уже где-то в ноябре месяце мне стали уже писать рекламодатели, просить разместить рекламу. Вот это действительно уже заработок пошел. Но я к чему это говорю? К тому, что я не рассчитывала на такое. Я даже не знала, что такое бывает, понимаете? Но я рада, конечно, что так случилось. Ну, почему? Потому что это мне очень помогает в плане финансов в том числе, да. Не в том смысле, что я прям вот села и зарабатываю на этом, но это дополнительный источник дохода. Конечно, это приятно, но расчета такого изначально не было у меня, что я вот, ага, сведу-ка я себе блог зарабатывать деньги. У меня не было такого. Я просто снимала видео от души. Ну, собственно, и так сейчас делаю. И как-то так случилось, что вот это все монетизируется, оказывается. Когда человек идет своим путем, и путь этот правильный, то помощи ему очень много дается. Кстати, вот правильные слова говорят то да. И люди подбираются, и денежные средства появляются, и совсем не обязательно, что от подписчиков на работе зарплату могут повысить, дополнительный заработок. Ну да, вот так и есть. Дополнительный заработок у меня возник в виде рекламных контрактов. Вот. А подарки от подписчиков, в том числе и финансовые донаты, это ну, просто как подарок. Да, человек дарит там что-то. Это не заработок, это нельзя назвать заработком, как кто-то вот пишет. Наташа, делай, как считаешь нужным, и не надо оправдываться. Да я не оправдываюсь, я просто говорю, как все есть на самом деле. Что просто, знаете, люди, которые никогда не были блогерами, да, они же не понимают вот эту всю внутреннюю кухню. Им кажется, что есть какая-то корысть, есть какой-то расчет. Ну, наверное, люди как-то, я не знаю, судят по себе, может быть, я не знаю. А, Когда ты попадаешь вот в эту ситуацию, она просто случается с тобой. И нету
вот этих вот вещей в виде расчета или еще чего-то. Просто люди, вот, да, они не знают внутреннюю кухню, как это устроено. Когда человек сам пройдет вот этот опыт блогерства, да, он изнутри поварится в нем, он поймет, что это такое, а, как это, как это происходит. Кстати, у всех очень индивидуальный разный опыт бывает. И все это, скажем так, зависит даже от качеств характера человека. Потому что не каждый человек, мне кажется, может выстроить правильные коммуникации с людьми, чтобы вот, ну, вот складывалось все так благополучно. Наверное, тут какие-то еще факторы играют роль, конечно, я не знаю, в виде каких-то навыков, может быть, какого-то опыта. Но в моем случае а, что? Я просто любила снимать видео, я люблю делать красивые фотографии, красивые видео, вдохновляющие, знаете. Вот это во мне есть, да, это никуда не заберешь. Я люблю со вкусом все вот это снять. Вот. Чтобы мне интересно было смотреть. Вы знаете, наверное, будете смеяться, но когда я делаю видеоролик, а, когда, ну, вот уже смонтирую, там, вот, для меня это целое творчество. Это как смонтировать, как показать, как преподнести, как выстроить кадр. Вот когда все вот это делаю, я вот этот видеоролик пересматриваю много-много раз, я там доделываю что-то. Иногда даже я себя ругаю за это, потому что очень много времени это занимает, понимаете. Но тем не менее я просто делаю так, чтобы мне самой интересно было его смотреть. И, видимо, это тоже играет какую-то свою роль, и это интересно смотреть людям. Вот мне, кстати, очень много людей пишет, что Наташа в комментариях, да, что я залипла на твоем видеоканале, вот я вчера подписалась, я уже вторые сутки смотрю твои видео без отрыва. Я думаю, да, есть какое что-то в этом, да. Я умею снять так, что было залипательно. Вот. Ну, наверное, есть в этом какой-то доля творчества, доля таланта, что ли, я не знаю. Может быть, не у каждого есть такое. Я просто сужу по себе, да, мне кажется, что у всех так. Может быть, кто-то так не может. Ну, не знаю, мне кажется, что у каждой так сможет. А если вам это дело нравится, если вам это по душе снимать, для кого-то показывать, что-то рассказывать, то, конечно же, это привлечет много подписчиков. А если вы это делаете с каким-то умыслом, с расчетом, мне кажется, тут ничего не получится. Должно быть желание, душа как бы в этом, да, желание первым делом, ну, делать независимо от того, приносит тебе это деньги или нет. Если вы будете это делать даже когда вам не приносят это деньги, а я 100% знаю, что я даже буду записывать видео, даже когда, да я, собственно, так и делала, даже когда это мне не приносило никакого дохода, и было 300 подписчиков на Дзене, я записывала чисто для себя. Вот, знаете, ну, хотелось мне поделиться вот этой радостью, да, показать, рассказать. Вот, просто пускала пространство. И вот оно накопилось, накопительный эффект возник. И мне кажется, каждый так сможет. Не знаю, может быть, в этом есть какая-то особенность. Здравствуйте, Наташа, мою кошку тоже зовут Буся. Только у нас наоборот. Она когда-то гуляла на улице, сейчас живет в квартире. Я Бусю, кстати, тоже подобрала в городе, на улице. Она, ну, ее, наверное, скорее всего, кто-то выкинул. Вот. А, Скучает по мышкам и птичкам, а вашим кошечкам хорошо на природе. Очень люблю смотреть ваши видео с ними. Милота. Спасибо за ваш блог. Спасибо вам. Я очень, кстати, люблю показывать кошек, несмотря на то, что мне там хейтеры пишут: ой, у вас блог о кошках. Да, у меня большую часть моей жизни занимают кошки. Ну, это прекрасные животные, почему бы их не показать? У них такие забавные повадки, они так мне настроение всегда поднимают. Это такой антистресс хороший просто. И грелка под боком ночью. Ну, кошки — это вообще особенные такие животные. Очень люблю за ними наблюдать. Они такие смешные всегда. И рада с вами делиться. Наташа, задай сама вопрос нам. А какой вам я вопрос задам? Я тоже начал блог вести, но при этом мне не нужны деньги. Просто хочется людям что-то показать свое. Ну, вот я о чем и говорю. Если у вас такой посыл, то, конечно, у вас блог будет развиваться. Главное не останавливаться и делать это регулярно. Вот, то есть а, я вот как начала записывать видео раз в неделю, да, вот когда я сюда приехала, я по кусочкам снимала в течение недели какие-то, и потом склеивала вот эти все видео, у меня получалось одно большое видео. И по сей день я снимаю раз в неделю, видео выкладываю на YouTube.
раз в неделю, раз в неделю. Хотя мне там пишут иногда: Наташа, вы перестали снимать. Я говорю, ну как я перестала? Как выкладывала раз в неделю видео, так и выкладываю, что там перестала снимать. Я уже и рилсы, ну, как бы добавляю. Вот эти маленькие короткие видео. И люди думают, что все, я уже там перестала. Нет, я просто большое видео я снимаю, делаю неделю, мне на это требуется, понимаете? Иногда даже чуть больше, но тем не менее, регулярно я снимаю. У меня в деревне все обустроено, и мне помощи не надо. Внутреннее желание у меня просто вести блог. Ну, делитесь тем, что хочется, то, что вас зажигает, то, что вам нравится, вот то, что внутри горит, душа к чему лежит, этим делиться с людьми нужно. Вот. А не то, что от вас ждут, понимаете, не то, что просят. Потому что если вы будете под кого-то подстраиваться и стараться извне как-то вести, то это будет уже не ваш блог, и вам самому он не будет интересен, и другим тоже не станет интересен. А людям интересно то, что зажигает нас самих, понимаете, а не наоборот. А на ютубе, в телеге, на ютубе. Наташа, поделись впечатлениями о птичках, которые у тебя обитают. А что, синицы, снегири? Вот тут, кстати, очень много видов птиц, которых я не знаю. Синиц и снегирей знаю. Там есть еще какие-то. Воробьев я, кстати, здесь практически не вижу, к удивлению своему. Они, наверное, только городские птицы. Голуби у меня еще живут под крышей крыльца. Что о них рассказать, я не знаю. Они просто красивые, просто радуют меня каждое утро возле кормушки, когда летают. Моих котят развлекают. Кого из животных хочется еще завести? Кролика, курочка или на кошках становиться? Пока я остановлюсь на кошках. А об остальных животных еще я не думаю, что я кого-то когда-то заведу. Во-первых, очень тяжело за ними ухаживать, помимо того, что у меня здесь еще быт не обустроен, понимаете? Ремонт, быт, участок. Это ж вот когда все вот это вот все обустроится, тогда, может быть, я задумаюсь. И то это будет какое-то необременительное животное, может быть, курочки. Может быть, это не факт. А, Не знаю. Мне пока кошка достаточно. Про собаку, курочку я уже говорила, не хочу. Сколько можно уже? Ну, пока не хочу точно. Да, кстати, вот что я хотела еще самое важное сказать. Смотрите, если, бывают разные ситуации, да, если я в какой-то соцсети пропала, если вы меня потеряли на Ютубе, там, я не знаю, на Дзене, еще где-то там, ВКонтакте, в Телеге, обязательно смотрите, все мои соцсети, они все взаимосвязаны. Если я где-то в одном месте пропала, то я обязательно сижу в каком-то другом месте. Соцсетей много, и вот те, которые я назвала, ищите меня в них. YouTube, Яндекс.Дзен, Телеграм. В Телеграме, кстати, я чаще всего сижу. Здесь проще всего мне вести ее, эту соцсеть, потому что здесь раз, очень быстро это получается и много времени не занимает. Не теряйте меня. Я периодически там в Ютубе реже, в Телеграме чаще, в Дзене почти так же, как в Ютубе. Ну, в общем, где-то, если где-то я для вас пропала, то ищите меня где-то в другом месте. Я совсем не пропаду. Вот Михаил пишет, пишите мне, я вас, Наташу, из-под земли достану. Ну, ты зря это написал. Не надо меня из-под земли доставать. Я хочу покоя все-таки иногда. Мне хочется иногда отдохнуть. Вот, всем спасибо за внимание, спасибо вам за вопросы. Если вас еще что-то интересует, тот, кто будет смотреть это видео в записи, напишите в комментариях, что вас еще интересует, и, возможно, я еще запишу дополнительное видео вот на тему вот этих вопросов. Или, кстати, я очень часто на некоторые вопросы в комментариях отвечаю в своем телеграм-канале, в аудиоподкастах. Я записываю звуковые файлы, голосом, где отвечаю на ваши вопросы. Очень часто такое бывает. Поэтому подписывайтесь на все соцсети, я везде. Вот, ну все тогда, доброй ночи вам всем. Пока-пока, до следующих видео.